Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 8 июля, сегодня день денежного изобилия, поэтому обязательно положите это под кровать для того, чтобы привлечь достаток и для того, чтобы на протяжении всей недели привлечь те энергии, которые вам нужны, чтобы все ваши мысли реализовались в материальном мире. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а также постарайтесь провести ту практику, о которой мы с вами далее поговорим. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, сегодня 8 июля, понедельник, новая рабочая неделя, и вы знаете, сегодняшний день обещает быть днем особенной энергии и динамики, благодаря соединению Луны и Меркурия в знаке Льва. Это астрономическое событие существенно повлияет на наше восприятие себя и взаимодействие с окружающими людьми. Лев – это знак, который символизирует силу, уверенность и стремление к признанию. Когда Луна и Меркурий соединяются в этом знаке, они усиливают наши чувства собственной важности и значимости. Эти энергии могут проявляться в повышенной уверенности, но также и в непреклонности в своих убеждениях. И как это будет влиять сегодня на людей? Вы знаете, сегодня у людей будет сильное чувство собственной правоты, что сделает компромиссы и поиск общего языка с оппонентами достаточно сложной задачей. В личных и в деловых отношениях партнеры могут устанавливать более высокие стандарты, ожидая лучшего качества и продуктивности. Также сегодня повышенная уверенность может стимулировать стремление к лидерству и к признанию. В личной жизни это соединение может привести к увеличению требований и ожиданий. Партнеры сегодня будут стремиться к более качественному и продуктивному взаимодействию. Невыполнение просьб и поручений может вызвать разочарование и даже порицание. Поэтому сегодня постарайтесь избегать конфликтов, поскольку компромиссы будут сегодня даваться сложнее, поэтому все-таки старайтесь в этот день, 8 июля, избегать острых тем и спорных ситуаций. Также учитывайте повышенную чувствительность к собственному значению и важности, поэтому уважайте обязательно чувства партнера. И это не только касается бизнеса, но это касается также и личных моментов. Обращаем на это ваше внимание. Далее работайте над собой, используйте эту энергию для личностного роста и самосовершенствования. В деловой сфере также ожидаются повышенные требования. Коллеги и партнеры могут ставить перед собой высокие цели и ожидать от других максимальной отдачи. Невыполнение поручений или недостаточная продуктивность могут привести к критике и разочарованию. Поэтому постарайтесь сегодня по возможности соответствовать высоким стандартам и ожиданиям. Это поможет вам избежать конфликтов и укрепить свою репутацию. Показывайте свою компетентность и профессионализм. Также принимайте критику как возможность для вашего роста и для вашего улучшения. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 8 июля, этот день будет обладать мощной энергетикой, которая может быть как благоприятной, так и, к сожалению, вызывать определенные трудности. Эта энергия будет стимулировать нас стремиться к лучшему и добиваться признания, но также будет требовать осторожности в общении и взаимодействии с другими людьми. Поэтому постарайтесь использовать этот день для медитации, для самоанализа. Это поможет вам справиться с внутренними конфликтами и обрести гармонию. Занятия спортом или активный отдых помогут снять напряжение и использовать энергию дня в позитивном ключе. Заранее планируйте важные дела и встречи, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и конфликтов. 8 июля это все-таки особенный день, когда энергия Вселенной благоприятствует привлечению финансового изобилия и достатка. В этот день можно провести простые, но в то же время эффективные ритуалы и практики для того, чтобы улучшить свое финансовое положение и привлечь деньги. И одна из таких действенных практик – это размещение определенных предметов под кроватью.
И так возникает вопрос, а что же положить под кровать для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие? Первое, что вы можете положить под кровать сегодня, при этом, девочки и мальчики, обращаю ваше внимание, эту практику вы можете провести в любое время, не обязательно ждать вечера. Берем жменю риса и берем полотенце, желательно, чтобы полотенце было белое, и эту жменю риса высыпаем на наше красивое полотенечко. Почему именно так? Дело в том, что рис символизирует изобилие и плодородие. И обязательно положите небольшое количество зерен риса и разместите под кроватью для привлечения финансовой стабильности. Где ложить под кроватью? Желательно там, где вы спите головой. Это очень важно. Как часто менять этот рис? Здесь вы должны на интуитивном уровне прочувствовать, что произошли ли какие-то изменения, или наоборот, вы знаете, как происходит что-то, и вы понимаете, что это отработало, это уже на данном этапе вам не нужно. Далее вы можете использовать сегодня и лавровый лист. Помним о том, что лавровый лист, он символизирует победу и успех, поэтому вы можете взять самый большой, самый красивый лавровый лист и положить под кровать для того, чтобы привлечь удачу в финансовых делах. Также, когда вы будете класть, вне зависимости, это будут зерна риса или это будут лавровый лист, обязательно скажите такие слова. Они будут в описании к этому видео, но мы их проговорим для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Земля, вода, огонь и воздух, силы, стихий, прошу вас помочь. Деньги и богатство привлеките, изобилие ко мне приведите. Купюра в кошельке пусть приумножается, изобилие и счастье в жизнь приходит. Да будет так, как я сказала. Аминь. Еще раз напоминаем, эти слова будут обязательно в описании к этому видео, поэтому обязательно проговорите их. Что касательно лаврового листа, то вы лавровый лист можете под кроватью оставить на несколько дней, желательно на 3 дня, а потом взять его, поблагодарить за те блага, которые у вас есть или намечаются в вашей жизни. Всегда благодарите высшие силы, даже если вам что-то не нравится в жизни. Таким образом происходит у вас энергообмен между вами и тем миром, таинственным миром, который мы сами не видим, но он есть, это энергия. И, конечно же, выбросить лавровый лист, желательно у молодого дерева где-то оставить лавровый лист, вы можете его разломать или просто. Главное, что в этот момент вы были в хорошем расположении духа, ни за что не переживали, не злились и не нервничали. Помните о том, что очень часто люди чем-то недовольны, и это, конечно же, после этого приводит к каким-то не очень хорошим ситуациям. А что еще, друзья, мы сегодня хотели бы обратить ваше внимание, это то, что сегодня под влиянием знака зодиака Лев существует риск стать чрезмерно самоуверенным и эгоцентричным. Поэтому важно помнить о балансе, не забывать учитывать интересы и чувства окружающих. Сильное желание проявить себя может привести к импульсивным поступкам и даже непродуманным решениям. Поэтому постарайтесь обдумывать свои действия и ни в коем случае не спешите с выводами. Также обращаем ваше внимание, что энергия льва может людей провоцировать на конфликты, особенно если ваше мнение не совпадает с мнением окружающих людей. Поэтому старайтесь избегать острых углов и обязательно проявляйте дипломатичность. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обязательно сегодня уделите внимание сердечно-сосудистой системе, обязательно позвоночнику, спине и вашему психоэмоциональному состоянию. Что же касательно сердечно-сосудистой системы, занимайтесь кардиоупражнениями, это может быть бег, плавание, езда на велосипеде. Помните о том, что вообще-то регулярная физическая активность, она улучшает работу сердца и повышает выносливость. Не забывайте включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это рыба, это льняное масло, это витамины С и Е, те же цитрусовые орехи, а также антиоксиданты, это ягоды и зелень.
Также уделяйте внимание позвоночнику и спине. Особое внимание уделите упражнениям на осанку сегодня. Кроме того, постарайтесь в вечернее время побыть с близкими, побыть с родными людьми, потому что такая вот поддержка и общение с позитивными людьми будут укреплять психическое здоровье. Также сегодня не стоит перегружать организм чрезмерными физическими упражнениями. Найдите баланс между активностью и отдыхом. Обращайте внимание и на сигналы организма и не игнорируйте признаки усталости. Также в этот день старайтесь не допускать стрессовых ситуаций и конфликтов. Также ограничьте контакт с людьми и ситуациями, которые могут вызвать какие-то у вас негативные эмоции. Также следите сегодня за артериальным давлением, особенно если у вас есть предрасположенность к гипертонии. Регулярно измеряйте давление и консультируйтесь с врачом. Не забывайте вести здоровый образ жизни, также постарайтесь избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя. Помните о том, что ни к чему хорошему это не приведет. Что же касательно растущей луны в знаке зодиака Лев и лунного календаря денег, то сегодня хороший день для того, чтобы начинать новые финансовые проекты и делать долгосрочные инвестиции. Энергия растущей луны в знаке зодиака Лев поддержит ваши начинания и увеличит шансы на успех. Также рассмотрите возможность вложения денег в акции, в недвижимость, в другие какие-либо активы, которые могут принести вам прибыль в будущем. Также не забывайте проявлять свои лидерские качества, они вам сегодня очень-очень могут помочь. В то же время люди сегодня могут принимать какие-то импульсивные решения о вложении крупных сумм, поэтому в первую очередь вам нужно тщательно обдумывать все свои действия и не спешить с инвестициями. Старайтесь сегодня избегать чрезмерно рискованных проектов и вложений, которые могут привести к каким-то значительным потерям. На это стоит обязательно обратить внимание. Также будьте сегодня осторожны в общении с партнерами и коллегами, потому что лев может провоцировать конфликты из-за стремления к лидерству и самовыражению. Старайтесь проявлять дипломатичность и учитывать мнение других людей. Что же касательно карты Таро на этот день, 8 июля, друзья, выпала карта Солнца. Вы знаете, это одна из самых таких вот позитивных, радостных карт. Она символизирует успех, радость, просветление и жизненную энергию. Эта карта вообще говорит о том, что в вашей жизни появляется свет, тепло и позитивные изменения. Поэтому это день, когда ваши усилия обязательно будут замечены и оценены. Вы можете получить признание за свою работу или достигнуть важной какой-то цели для себя. Также день будет наполнен радостью и положительными эмоциями. Возможно, вас сегодня ждет приятное событие или встреча, которая поднимет вам настроение. Уровень энергии будет на высоком уровне, и это отличное время для активных действий, реализации планов и творчества. Возможно, вы получите важное озарение или новый взгляд на ситуацию. День благоприятен для обучения, самопознания и духовного роста. Также сегодня будьте открытыми, обязательно делитесь радостью, распространяйте позитивную энергию вокруг себя. Также попытайтесь помочь другим чувствовать радость и вдохновение. Используйте этот день для активных действий и реализации плана. Ваша энергия и решимость обязательно помогут вам достичь успеха. Практикуйте благодарность сегодня за все, что у вас есть. Это поможет вам усилить позитивные вибрации и привлечь еще больше радости в вашу жизнь. Проведите время на свежем воздухе, наслаждайтесь природой и солнцем. Это поможет зарядиться энергией и восстановить ваши силы. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит на этот день Архангел Михаил на 8 июля. И вы знаете, Архангел Михаил напоминает нам о важности защиты и смелости в этот день. Вам может сегодня понадобиться проявить мужество и отстаивать свои убеждения. Не бойтесь быть решительными и уверенными в себе и в своих действиях. Если вы столкнетесь с трудностями или конфликтами, то призовите Архангела Михаила для защиты и руководства. Также этот день благоприятен для поиска истины и прояснения каких-то запутанных ситуаций. Архангел Михаил советует обратиться к своей внутренней мудрости и интуиции. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть области, где вам не хватает ясности, проведите время в медитации или размышлениях, чтобы найти ответы.
Также Архангел Михаил напоминает о важности действий и решимости. Иногда мы можем чувствовать себя застывшими на месте, но этот день призывает вас сделать шаг вперед. Независимо от того, насколько малым может казаться ваш шаг, важно начать двигаться к своей цели, и у вас будет обязательно все получаться. Также говорите сегодня, чтобы стать более решительным, следующие слова: «Я принимаю мудрые и решительные шаги на пути к успеху», или «С каждым днем я становлюсь сильнее и увереннее в своих действиях». Чем больше вы это произносите, чем больше вы это проговариваете, тем быстрее и это произойдет, осуществится в вашей жизни. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день, 8 июля, по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.